У вас запор, но все еще вы пьете воду литрами, грызете морковь и гадаете, почему все это не работает. У кого-то это происходит по 3-5 дней, у кого-то каждый день, но очень тяжело и с болями. А знаете, что может быть причиной? В этом видео есть то, чего нет в листовках из аптек, но то, что может сработать. Без таблеток, без страха и без фальшивых советов. Посмотрите до конца. Один совет из этого видео даже обошел все аптечные средства. И это не отруби и даже не сливы. Досмотрите до конца, что я имел в виду. Что такое запор и что считается запором. Запоры – это нарушение регулярного опорожнения кишечника. Если опорожнение кишечника происходит более 3 раз в неделю и 3 раза в день, то считается, что кишечник работает нормально. То есть, если некоторые из вас ходят 1 раз в 2 дня, то у вас нет запора. Но все же нужно стремиться к тому, чтобы каждый день ходить в туалет. Запоры возникают чаще всего по причине временной закупорки кишечника. Временная закупорка кишечника вызывает запоры. Чаще всего закупорка происходит в районе сигмовидной кишки. Сигмовидная кишка – это часть толстого кишечника, которая находится между нисходящей ободочной кишкой и прямой кишкой. Тем самым, когда закупорка происходит в сигмовидной кишке, вздутие возникает во всем толстом кишечнике, который находится до сигмовидной кишки. Нисходящая ободочная кишка, поперечно-ободочная кишка, восходящая и слепая. Все там раздувается, потому что газом трудно выйти. И содержимым кишечника тоже. Из-за этого, так как толстый кишечник занимает почти всю брюшную полость, и с правой стороны восходящей, под диафрагмой поперечной, и с левой нисходящей, и сама сигмовидная кишка, все это начинает давить на близлежащие органы. Простой запор может дать такие симптомы, как временная или постоянная тяжесть в области печени, как холецистит, боли в районе желудка, поджелудочной железы, селезенки. И многие люди, паникуя, начинают лечиться от тех болезней ЖКТ, которых у них нет. У них просто запоры. И эти боли в основном характеризуются очень сильным вздутием, ощущением сильной боли, потому что кишечник, когда растягивается, в кишечнике много нервных окончаний, бывает боли очень сильные. И эти боли чаще всего возникают ночью, когда мы спим, вдруг просыпаемся от этих болей. И если вы выпьете горячую воду и согреете пупок, и это не приводит к тому, что улучшается, ослабевает боль, то надо обязательно показаться врачу. Но если вы выпили воду горячую, можно даже имбирную воду, согрели район пупка, и все это ослабевает и начинает отходить газы, то у вас просто вздутие и запоры. Главные причины запоров. Первый – это, конечно, функция желчи и застой желчи. Если у нас желчь застаивается, плохо выделяется, то возникают запоры, так как желчные кислоты активизируют работу кишечника. Они улучшают перистальтику, моторику кишечника. Вторая причина – это недостаточное питье воды. Когда мы мало пьем воды, у нас не формируется достаточный объем каловых масс. Если нет объема каловых масс, то кишечник не будет хорошо работать, не будет хорошей перистальтики, моторики кишечника. Третье – это малоподвижный образ жизни. Кишечник – это висцеральный орган, иннервируется парасимпатической нервной системой. Поэтому, когда мы не двигаемся, ведем малоподвижный образ жизни, кишечник как бы застывает. Но любое движение, особенно движение, которое приводит к встряске кишечника, активизирует моторику кишечника. Четвертый. Несоблюдение правил правильного питания. То есть не употребляем достаточно клетчатки, растительных волокон или вообще пищевых волокон в рационе питания. Это тоже приводит к несформированию каловых масс, объема, что тоже будет являться причиной запора. Кстати, про клетчатку в контексте запора очень много вопросов и очень важный момент есть. Я об этом расскажу позже. Пятая причина – это стрессы, нервные напряжения. Постоянные стрессы, нервное напряжение приводит к напряжению, может, желчного пузыря, тем самым желчь будет плохо отходить, это будет способствовать к застою желчи, или же плохо будет работать кишечник, то есть он напрягается, зажимается и плохо работает, это тоже может привести к запорам. Шестая
Это СРК, синдром раздраженного кишечника. И здесь может быть как по типу запоров, так и по типу диареи. Кому как повезет. Но если по типу запоров, то тоже нужно лечить, потому что синдром раздраженного кишечника – это заболевание не кишечника, а нервной системы. И седьмое – это самая неочевидная причина, на которой многие люди и даже врачи не обращают внимания. Это анатомическое удлинение кишечника. Долиха сигмы или долиха колон. Долиха сигмы – это когда дополнительная петля в сигмовидной кишке, а долиха колон – это дополнительная петля в толстом кишечнике. Такую особенность строения кишечника имеет почти 20% людей. Это очень большое количество людей. Но все же, почему многими врачами и самими людьми упускается этот момент? Потому что это состояние очень тяжело диагностировать. Существует только один метод диагностики, при котором можно определить эту особенность. Когда человек пьет рентгеноконтрастное вещество и делает рентген кишечника. А вот при всех других методах диагностики, даже метод колоноскопии, не всегда может сказать о том, какая длина у кишечника, так как изнутри длину проверить очень сложно. И восьмое. Я хочу подчеркнуть, что запоры могут быть следствием очень грозных заболеваний. Я не буду их перечислять, но если есть запоры, нужно все-таки сделать полную функциональную диагностику кишечника, органов брюшной полости и так далее. И проверить все. Какие ошибки могут привести к запорам? Начнем с клетчатки. Так как я про нее очень много говорю, и хочу здесь все точки поставить над «и», как говорится. Если мы говорим о том, что клетчатка помогает при запорах, мы имеем в виду о том, что клетчатка помогает при запорах. Но я всегда говорю, многие люди упускают этот момент. Клетчатка бывает разная. Бывает растворимая и нерастворимая. Бывает ферментируемая и неферментируемая. То есть ферментируемая – это клетчатка, которая является кормом для наших бактерий, а неферментируемая не является. Бактерия им не может питаться. Я часто читаю ваши комментарии, что клетчатка плохо для кишечника, вызывает запоры. Здесь я хочу развеять мифы или же неправильное понимание клетчатки, как работает на кишечник. Так вот, растворимая клетчатка, она попадает в кишечник, она набухает, гелеобразующие бывают, некоторые из них, они создают такую каловую массу, да, объем создают, и тем самым помогает кишечнику. А вот с нерастворимой не все так однозначно. Если нерастворимая клетчатка грубого помола, то она работает правильно, хорошо. То есть она царапает внутренние стенки кишечника, тем самым раздражает кишечник, в ответ на это кишечник вырабатывает слизь и начинает включать, активизировать моторику, перистальтику. Но если нерастворимую клетчатку перемолоть как муку и принимать, то такая клетчатка может создать такую каловую пробку, что потом от этого запора никакие слабительные средства не помогут. И второе. Особенно людям, у которых есть долиха сигма, долиха колон, им не вся клетчатка может помочь. Это очень важно. Особенно псилиум, о котором мы говорим. Это царь клетчаток, как бы, да, для стула, для кишечника. Многие люди об этом говорят, многие источники есть. Как раз-таки псилиум может быть вредно и может усугублять запоры у людей с анатомическим удлинением кишечника. Второе – это регулярный прием слабительных препаратов, который может привести к усугублению запоров, потому что они усиливают перистальтику, тем самым усиливают место закупорки. Это нарушает электролитный баланс, что может быть вредно для сердечно-сосудистой системы. Ну и это приводит к привыканию. Привыкание приводит к тому, что кишечник вообще перестает работать без этих препаратов. Слабительные могут быть решением только на краткосрочной перспективе. Это, возможно, опорожнить кишечник один раз, да, но дальше нужно искать решения, другие виды решений, которые уже помогут запустить кишечник, чтобы не было запоров. Вы, наверное, включили этот ролик для того, чтобы понять, как решить эту проблему. Ну, давайте перейдем. Первое. Не буду оригинальным, но самый эффективный способ решения этой проблемы, как ни странно, это двигательная активность. Но не переключайте, не торопитесь переключаться, так как дальше будут еще интереснее способы решения этих проблем. Но здесь, конечно, мы будем говорить про бег, быструю ходьбу, прыжки на скакалке. Все виды движения, которые приводят к сотрясению кишечника. Это очень хорошо решает эту проблему. А второй способ вам очень понравится, это очень вкусный. Употребление 2 киви в день
для того, чтобы избавиться от запоров. Даже были проведены исследования, которые действительно подтвердили эффективность этого метода. 2 киви в день, утром и вечером, до еды за 10-15 минут, и получаем наслаждение. Конечно, при этом мы не забываем пить воду, питаться регулярно и так далее. Третье. Это цитрат магния. 350-400 мг в день натощак решает проблемы с запорами. Здесь, конечно, биологически активные добавки очень эффективно работают. Четвертое. Это псилиум. Это клетчатка, растворимая, но не ферментируемая клетчатка, которая очень хорошо помогает при запорах. Есть особенность именно для людей, у которых есть долика сигмы и долика колон. Они должны это делать с осторожностью. Например, начать с маленьких доз. Там чайную ложку в день, потом 2 чайные, потом 3 чайные. В неделю, например, по 1 чайной, вторая неделя по 2. Если проблема усугубляется, то прекратить. Если проблема улучшается, то 3 чайные ложки, 1 столовую ложку, я думаю, нормально можно употреблять. А во всех остальных случаях псилиум очень хорошо помогает, потому что она не ферментирует, она еще не вызывает газообразования в кишечнике вообще. Ну и, конечно, в тибетской медицине очень много существует травяных сборов, которые улучшают работу кишечника, потому что в тибетской медицине запоры делятся тоже на 3 типа. Это первое, это запоры, когда увеличено возбуждение желчи, огня и сухой стулы и так далее. Второе, это когда расщепляющая слизь мало, то есть тоже приводит запоры. И третье, это когда снижение или истощение ветра, который улучшает или отвечает за работу кишечника, за перистальтику. Во всех этих моментах, и в том числе при синдроме раздраженного кишечника, тибетские сборы тибетской медицины очень хорошо помогают. И ежедневно я сталкиваюсь с пациентами, страдающими этими проблемами, и им помогаю. Предвкушаю ваши вопросы, где можно купить эти сборы. Эти сборы нигде не купите. Можно прийти на прием к доктору в нашу клинику, к любому, не обязательно ко мне, и получить эти сборы после пульсовой диагностики. Я вижу, что многие врачи китайской медицины, восточной медицины продают разные сборы для решения разных проблем. Но я не хочу продавать вам, условно, ромашку с шалфеем для решения каких-то проблем, потому что это не так. Все эти проблемы, как я уже сказал, обозначил причины, они все сложны. И давать именно тот метод решения, который в конкретном случае поможет. Вот в чем сложность и сила тибетской медицины. Именно персонифицированный, индивидуальный подход. Когда стоит обследоваться? Запоры, на самом деле, по своей практике я знаю, что проблема, от которой страдает много людей. Обследоваться нужно, не доводя до осложнений. И самым таким первым осложнением запоров является геморрой. И не нужно доводить до геморроя, до кровотечения и так далее. Нужно обследоваться, и эта проблема решается, и решается быстро и легко, кстати. А вот люди с долиха сигмой и долиха колон, они должны понимать, что эта проблема их может преследовать с самого детства, потому что особенность строения кишечника уже закладывается в эмбриональном развитии. Ну и, конечно же, всем людям после 45 лет я всегда рекомендую делать колоноскопию. Просто диагностическую колоноскопию для того, чтобы продиагностировать, что у вас там все хорошо, удалить все полипы, если они там появились, а они появляются после 45-50 лет. И в-третьих, вообще колоноскопию раз в 3-5 лет – это очень хорошая и очень эффективная профилактика раковых заболеваний кишечника.